В нашем избалованном 21 веке телефон вроде бы умеет все. Он поет, показывает кино, фотографирует закаты и котиков, снимает видео, водит нас гулять по интернету и вообще выполняет кучу трюков, которые раньше казались магией. Но если телефон умеет все это, тогда зачем, черт побери, в 2025 году FiiO выпускает отдельный портативный плеер M21? Им там скучно? Или они знают то, чего мы с вами еще не поняли? Привет, я Аркадий Зенин из Риги. Я основал Premium Hi-Fi, и здесь мы помогаем людям наконец-то соединиться со звуком, а не просто слушать его фоном из режущих слух динамиков смартфона. Итак, давайте посмотрим, чем же хорош этот загадочный плеер, если вообще хорош. Он умеет крутить файлы из внутренней памяти и с microSD карты. Да-да, карты еще живы и даже этого не стесняются. Также он умеет передавать и принимать музыку по Bluetooth, как телефон, только без истеричных звонков от твоего начальника. Еще он умеет работать со всеми современными стриминговыми сервисами без танцев с бубном. В общем, все то же самое, что и телефон. Ну, почти. А вот где это почти превращается в ого, если превращается, давайте разбираться. Внутри M21 Android 13 и сразу 4 цифроаналоговых преобразователя. Да-да, 4. Для такого ценника это звучит как неприличная роскошь. Большинству плееров хватает одного, и они даже не краснеют. Зачем M21 столько цапов? Чтобы собрать настоящую, двухканальную, восьмипоточную, полностью дифференциальную, она же балансная, схему. Звучит как лекция в политехе, согласен. А на человеческом языке это вот что. Два ЦАПа работают на левый канал, один на плюс, второй на минус. Еще два на правый канал, по такой же схеме. И зачем эти гимнастики? Они минимизируют перекрестные помехи, crosstalk, чтобы один канал не мешал второму. Это улучшает разделение каналов и расширяет динамический диапазон, чтобы было слышно шепот и грохот и все, что между ними. Они снижают уровень шума, тишина там, где она нужна, дают больше мощности на балансном выходе для тех, у кого наушники капризнее оперной девы. Балансные схемы – это обычно удел больших и дорогих аудиосистем, где компромиссы никто не любит. А тут такое в плеере бюджетки. Цену можете проверить по ссылке, она вас приятно шокирует. И нет, ни один известный мне телефон такой фокус не умеет. Если вы вдруг знаете такой, напишите в комментариях, я хотя бы посмеюсь. Плеер умеет выводить звук как на обычные наушники с привычным разъемом 3,5 мм, так и на балансные с 4,4 мм для эстетов и любителей, чтобы было правильно. Это сразу расширяет сценарий, подключай что хочешь. Хоть затычки из самолета, хоть аудиофильские годзиллы-убийцы. После того, как сигнал прошел через адское причащение из 4 ЦАПов, он попадает в двухкаскадный усилитель. Там тоже, разумеется, 4 усилителя. 2 OPPO 1692 и 2 SGM 8262-2. Зачем столько железа? Ну вот давай на человеческом. Первая ступень – это чтобы усилить напряжение. Тут формируется амплитуда сигнала, чтобы он был разборчивым и звучал красиво. За это отвечают малошумящие операционники OPPO 1692. Работают тихо и не косячат. Вторая ступень – это чтобы влить в сигнал ток, то есть добавить ему силушки, чтобы прокачивать даже самые тяжелые низкоомные или заносчивые высокоомные наушники, которые обычные смартфоны доводят до депрессии. Здесь трудятся буферы SGM 8262-2, которые дают высокий ток при низких искажениях. Такие схемы вообще-то ставят в больших high-end системах за десятки тысяч евро. А тут это напихали в самую дешевую модель от FiiO. Что они творят? Ну, видимо, революцию, причем тихую и в балансе.
Вся эта спонтанная революция, конечно, не работает на чистом энтузиазме. Ей нужна энергия. И вот тут одна из самых крутых фишек – десктопный режим. Когда подключаешь внешний блок питания по USB-C, плеер внезапно перестает притворяться скромным и выжимает почти 1000 милливатт на канал. Это уже уровень настольных усилителей. Зачем? Чтобы даже самые капризные Hi-Z наушники наконец-то заиграли, как им положено, а не как из консервной банки. До появления M21 тяжелые тугие модели на портативных источниках звучали жалко и скомканно, будто им кто-то зажал горло. M21 же берет их за руку, смотрит в глаза и говорит: «Дыши глубже, малыш, я справлюсь». И действительно справляется. Внутри M21 прячется не только Snapdragon 680 и 4 ЦАПа, но еще и FPGA, если по-русски, то программируемая матрица логических элементов. Звучит как название секты? На самом деле это микросхема, которую инженеры запрограммировали выполнять тонкие и капризные задачи, на которые у обычного процессора нервов бы не хватило. В M21 именно FPGA рулит всей цифровой аудиосхемой, следя, чтобы каждый бит доходил туда, куда надо вовремя и без истерик. Что конкретно делает этот дирижер? Управляет двумя сверхточными фемтосекундными генераторами частот, чтобы потоки PCM и DSD шли идеально ровно и без джиттера. Он сам определяет, в каком формате пришел сигнал – PCM, DSD или DOP, и выставляет ЦАПом правильные режимы, чтобы избежать ненужных пересчетов и потерь. Также он контролирует балансную схему, грамотно раскидывает потоки по 4 ЦАПам и 4 каналам, чтобы все играли синхронно и красиво. Реализует всякие фокусы, вроде конвертации всех сигналов DSD на лету, All-to-DSD, и следит за 10-полосным эквалайзером. Почему нельзя все это доверить процессору? Ну, можно, но тогда он начнет задыхаться, добавлять шумы, тормозить и портить картину. FPGA снимает с процессора этот стресс и обеспечивает четкое и собранное звучание. В двух словах, FPGA – это дирижер цифрового оркестра M21. Следит за ритмом, темпом и за тем, чтобы ни один музыкант не фальшивил. В M21 напихали столько всего, чтобы порадовать аудиофилов, что от этого самому устройству местами становится неловко. И да, в этом есть проблема. Все эти микросхемы во время работы дружно генерируют помехи и шумят, мешая друг другу и портя звук. Но слава аудиобогам, люди давно придумали решение – экранирование. В M21 над каждой ключевой зоной аккуратно поставлены металлические крышки – экраны, которые изолируют цепи друг от друга. Что это дает? Блокирует паразитные шумы и излучения. Не дает цифровым цепям портить жизнь аналоговым. Сохраняет звук чистым, динамичным и предсказуемым. В двух словах, в серьезных аудиодизайнах цифровые и аналоговые схемы всегда разделяют, экранируют и кормят отдельно. В M21 сделали именно так. Еще один признак того, что над ними работали не маркетологи с PowerPoint, а инженеры с паяльником и совестью. В M21 отличный Bluetooth, и это слышно сразу. Почему? Потому что в отличие от телефонов, где обычно ставят самый дешевый чип, чтобы галочка в характеристиках была, здесь стоит нормальный полноценный модуль с поддержкой LDAC и других приличных кодеков. Я подключил M21 Focal Batis и тут же почувствовал, музыка ожила. Появились четкие образы музыкантов, ощущение глубины, эшелонирования, прорисовались текстуры инструментов. Все то, чего от Bluetooth звук обычно даже не ждешь. Такого уровня по воздуху мне еще ни один телефон, даже самый пафосный флагман, не выдавал. И да, напомню, Bluetooth здесь работает в обе стороны, умеет и передавать, и принимать. Так что в паре с M21 можно и беспроводные наушники раскачать, и превратить его в беспроводный ЦАП, если понадобится.
Я протестировал звучание М21 с открытыми магнитопланарными наушниками Hi-Fi Man Sundara по 4,4 мм балансу и подключил его через 3,5 мм к студийной фазолинейной акустике рефлектор Audio Square 2. В Sundara звук оказался аккуратный, энергичный и прекрасно артикулированный. В этом бюджете раньше такого просто не было. Слышно отдельные образы музыкантов, плавное эшелонирование по глубине, четкое панорамирование сцены. А чиха на слух ровная и гладкая. Для теста я чуть-чуть подкрутил. Добавил около 3 дБ на 30 Гц, чтобы компенсировать низы у Sundara, и убрал примерно 6 дБ на 8 кГц, чтобы успокоить их вверх. Впечатление – это волшебный уровень звучания для своей цены. Красиво, мощно, детально и без окраски. В режиме Auto DSD звук становится чуть-чуть мягче, но это надо вслушиваться, чтобы заметить. Наигравшись наушниками, я подключил малыша к фазолинейной мониторной акустике рефлектор Audio Square 2 по 3,5 джеку. Вот тут революции не случилось. Комфортное звучание с слегка размытым басом, крупные, мягкие образы музыкантов и, в общем-то, неплохое звучание. Но от всей схемотехники, озвученной ранее, эффект не более чем маркетинговый. Революционное для бюджетных устройств построение схем оказалось недостаточным для топового уровня звучания. Хотя, скажу еще раз, это классный плеер за свои деньги, но если вы ожидаете топового звука за 329 евро, этого не произойдет. Приятно удивил меня только звук по Bluetooth, который действительно классный, ну и классный скин кассетника. Короче, можно смело заказывать FiiO M21 по партнерским ссылкам в описании и потом хвастаться перед друзьями, что у вас теперь красиво, элегантно и звучит хорошо. Но если вы уже заказали, пришло время поговорить о недостатках. И да, они тоже есть. Конечно же, даже у M21 есть свои баги, ну пусть и мелкие. Иногда обложки альбомов перепутываются. Слушаешь лирическую балладу, а на экране вдруг появляется суровый Рамштайн. Дважды за час при прослушивании по Bluetooth трек самопроизвольно перескочил на следующий. Без спроса. В режиме Auto DSD между треками иногда слышны тихие щелчки, как будто кто-то конфетою шуршит. Все это не критично и явно поправит обновлениями, но я, как честный аудиофил, обязан был вас предупредить. Телефоны давно разучили нас слушать звук, как он есть, подсовывая компромиссы под видом удобства и превращая музыку в фон для уведомлений. А FiiO M21 честно говорит: я не умею все как телефон, я делаю только одно, но делаю это хорошо, я звучу. И знаете, иногда приятно держать в кармане вещь, которая не пытается справляться со всеми задачами сразу кое-как, а уверенно кричит: я красив и по-настоящему звучу. Если хотите сами послушать M21, милости прошу в наш небольшой и уютный магазинчик. Ссылка на контакты в описании. С вами был Аркадий Зенин, на этом все. И да пребудет с вами сила и правильный звук, который ее сопровождает. Заходите.